Путін готується до послання, а Пригожин – до заслання. Соловйов порівнює себе із хом'яком, Скабєєва із жабою. Вітаю! Це «Обережно зомбоящик». Мене звати Анастасія Норіцина. Перш ніж обговоримо із вами російську пропаганду, підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили усю сутність російського телебачення. Напередодні річниці повномасштабної війни Путін планує зібрати свій шабаш – федеральні збори. От тільки для чого та що він там збирається говорити, ніхто не знає. Хоча, можливо, скаже, ми начали СВО, щоб в Росії не осталось нікого. Це було б доречно, бо за рік трьохдневної спецоперації переможеньок у них немає. А от ваняк в чорних пакетах на Росію щодня доставляють. Парни поехали убивать и умирать. Ну а загалом Путін хоче показати перемогу. Тож Міністерство оборони РФ активізувало наступ на Донеччині і пообіцяло до річниці війни захопити Бахмут і Вугледар. От тільки не сталося так, як гадалося. Вы последние дни на самом сложном, одном из самых сложных направлений, Угледарском. Самая противоречивая информация приходит оттуда. Как продвигается наступление? Ольга, Евгений, добрый вечер. Хотя какой он добрый, ну, знаете, насчет того, где у нас тут самое сложное направление, сказать сложно. Приветствуем тебя. Какая ситуация сейчас вокруг Угледара? Наши силы организовывают наступательную операцию. Да, не все так просто, конечно. Может быть, не в те сроки это все происходит, как планировалось изначально. Все кругом не в ті терміни, хороша відмазка. Але я вам нагадаю, що насправді сталося під Вугледаром. 9 лютого наші захисники розгромили колону танків 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Так, саме тої бригади, яку вже декілька разів доукомплектовували. Пехота морская работает как следует. Прямо сейчас. Героически сражаются. Бывают танки, там колонна зашла и попала под раздачу. Под Угледаром погубили огромную колонну наших ребят. Погибли хорошие парни. Ці хороші парні тепер лежать у чорних пакетах. За різними даними, таких хороших там полягло від кількох десятків до кількох сотень. Але керівництво РФ це взагалі не турбує. Александр пишет: Сергей, вы же видели разгром нашей колонны бронетехники под Угледаром? Не считаете, что пора командующих расстреливать? Командиры у нас иногда такие, в кавычках, талантливые, что доводят до гибели целых колонн, бронеколонн. На этой неделе вот была распространена видеозапись, там действительно колонны выдвигается на рубеж атаки, ну, не знаю почему. Я вам хочу сказать так. Я услышал после этого фразу: когда мы будем расстреливать нерадивых командиров или штрафовать их. Ну, як ви зрозуміли, приховати цю історію їм не вдалося, хоча і дуже хотілося. Тож тепер пропагандисти пропонують моркву гризти, мовчати. Здесь надо начинать с Азов, а потом уже обвинять во всем Министерство обороны в полном составе, там, Министерство внутренних дел, Росгвардию и так далее. Давайте начнем с того, что у всего есть имя. Наши придурки сами дают им вот эту вот пресловутую повестку, о чем можно рассказывать. Может, мы тогда, друзья, какие-то правила специальные на время СВО для медиа введем? Например, вопрос цензуры. Сейчас вообще я буду говорить совсем непопулярные вещи. Есть замечательные военкоры, есть замечательные люди с мест, мы это читаем. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы уверены, что для общества в широком смысле слова необходимо знать о тех проколах, которые мы получили в Макеевке или под Угледаром? Ну, вопрос. Ось так воєнкорам і росіянам затикають пельки. А ще кажуть, що критикувати командування не варто, бо так же можна і до самого Путіна дійти. А він тут ні при чому. Те люди, которые убедили президента Путина, что спецоперация будет эффективной, короткой, по мирному населению бить не будем, только зайдем, Росгвардия, там, кадыровцы все наведут порядок и так далее. Вот эти люди
Ну, просто подставили всех нас очень сильно. А вы знаете этих Абсолютно. людей? Ну как, я не знаю, пусть президент разбирается. Я могу сказать следующее. Нет, ну... Абсолютно Вы на очевидно. кого-то указываете, а потом говорите, а я не знаю, есть вообще они или нет. Я понятия не имею, кто эти люди, честно скажу. Не знаю. Но эти люди есть, вы уверены? Конечно, есть. Президент же не сам как бы сидел и думал, дай-ка я начну спецоперацию. Кто-то приходил, говорил, что украинцы сдадутся, разбегутся, все в Россию попросят. Тот же это ему говорил все. Да, фейкомети можуть змагатися між собою у чемпіонаті з перевзування. Бо, виявляється, і СВО їм не потрібна, і українська нація існує, і армія наша дуже сильна. Не российская армия оказалась слабой, а украинская армия оказалась очень-очень сильной. Оказалось, что мы вынуждены вести войну не как спецоперацию. Спецоперация практически провалилась у нас, да? А вот войну третьего типа, более такую, ну, войну с равным по силе противника. Поражение имеет смысл, когда его признаешь и делаешь из него выводы. А если этого не делать и не признавать, то получишь другое поражение, может быть, гораздо серьезнее. Поэтому в этом смысле, я думаю, надо реально смотреть на вещи. Это действительно сложная ситуация, и надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником. Второй момент. Недооценка противника, она постоянная. Она и сейчас происходит. Ну вот мы и все, да, американский. Ну надо признать, что Залужный талантливый военачальник. Ну это надо признать. Это вот просто не обязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик. Вот в смысле военного дела. Он интересные комбинации это придумывает. Ну, так сказать, надо это признать. И самое главное, как мне кажется, ну это мое личное мнение, наверное, я не прав, куда там брюзга и паникер, но, на мой взгляд, нужна все-таки какая-то ясность в политическом решении украинского вопроса. Но надо признать, на мой взгляд, что украинский народ существует. Но мы поставили российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? Ну, не воевать? Минуточку. Продемонстрировать силу? Напугать их? Продемонстрировали? Напугали? Это не военная задача, это политическая. А оказалось, что они не пугаются. А оказалось, что это пшик для них. То що, кінець російським казкам про силу, міць і російського ведмедя? Тепер Грізний перетворився на хом'яка. Хіба що на того, який бере за щоку. Це не я так сказала. Соловйов. Если мы изначально говорим, что мы вообще непонятные хомячки гребаные, а не медведь, и поэтому нам, идя в лесу, мы должны все время озираться. А вдруг заяц пукнет в нашу сторону, если мы что-то не то сделаем? Вместо того, чтобы ему просто на голову наложить кучу и сказать, будешь продолжать что-то говорить, еще и лапой долбанем. Хом'яки у лісі – це щось новеньке. А от про те, що Росія ні на що не здатна, казала і чорнорота Скабєєва. Щоправда, прирівнювалась вона не до хом'яка, а до жаби. Они придерживаются концепции так называемой «сварить лягушку на медленном огне». Да? То есть, но лягушка уже догадалась, что ее варят, если лягушка это мы с вами. Да. Что должна сделать лягушка? Ну что, выпрыгнуть? Ну? И хорошенько трахнуть по этой банке, которую я пытаюсь сварить. Ну, вот так вот, по логике. Ну, по логике, да. Но лягушка не трахает. Да, дах поїхав вже давно. Як гадаєте, ким же все-таки оказались росіяни? Лягушками или хомяками? Напишіть у коментарях. Ну і про послання. На річницю війни не тільки Шойгу обіцяв Путіну перемогу в Угледарі. Тут ще й Пригожин усім розповідав, який же він в ударі. Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на 3. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну, надо еще хотя бы годика 1,5-2 поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план. План Капкан, як і з Бахмутом, який ви намагаєтеся захопити з липня минулого року. Але наші оборонці не дають цього зробити. Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. То ось у чому причина. Взяли б раніше, але в усьому винен Шойгу. Ой, як же мені подобається цей жабо-гадюкінг. Сподіваюся, він швидше переросте у громадянську війну. Це був
був обережно зомбоящик. Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. До зустрічі!